Всем привет-привет! С вами Алена, и ситуация у нас тут прям более чем интересная. Казалось бы, дырочка, что-то там воспалилось, но давайте смотреть внимательно, кто же там скрывается. А в уголочке я для вас разместила фотографию того, как вообще эта клиентка к нам обратилась. То есть обратилась она с врастанием ногтевых пластин, делала до этого удаление у хирурга. Ничего не помогало, ногти снова продолжали вырастать, и тут они увидели с мамой нас в интернете и, в общем, пришли. Мы поставили корректирующую систему 3ТО скобу и приподняли стенки, то есть вот от исходного состояния того, что в уголочке, мы их приподняли, и вот она пришла сейчас уже посмотреть, что же у нее там. Они даже стали думать на свич, потому что такое уже бывало. Но оказалось, что после удаления хирургическим путем что-то пошло не так, потому что ни один хирург не может гарантировать того, что он удалит это таким образом, что потом все точно ровненько вырастет. В общем, их это, конечно, беспокоило, и, кроме того, до пальца просто было невозможно дотронуться, очень сильно болело. Оно и не мудрено. В общем, стали мы искать, что же там такое происходит, и оказалось, друзья, это у нее кусочек ногтя остренький пророс сквозь валик. Я даже в самых страшных снах и фантазиях не могу себе представить, что же она чувствовала и вообще, как в принципе она ходила. Я не знаю, мне кажется, ей надо памятник поставить, потому что это немыслимо. Я когда-то такие случаи видела в интернете и все думала, неужели так бывает? И вот она к нам пришла. Вы только посмотрите, вот сейчас, когда мы надрезали и смогли убрать, так сказать, ту часть, которая там внутри соединялась, то есть почему мы не могли вытащить кусочек, потому что это было соединено. И вот сейчас, вот он, собственно говоря, извлечен тот страшный кусь. Кому понравилось, пересмотрите еще раз. Но вы можете себе представить, какое облегчение. Фактически у нее пирсинг в боковом валике был, только он не заживал, потому что это был не металл, а все-таки кусочек ногтя, который, простите меня, подгнивал малек и, соответственно, портил всю вот эту вот обстановку. Но, слава богу, этот кусочек сейчас извлечен. А с другой стороны, кстати говоря, вы можете наблюдать за тем, как иногда выглядит ноготь после хирургического удаления, потому что вырезают его или, правильно сказать, иссекают, в общем, достают его прямо из-под кутикулы, и, конечно, делается это, можно сказать, вслепую. И иногда бывает так, что ноготь растет не сильно ровный, и хорошо, если их не два потом растет. Здесь просто не совсем красивая боковая стенка, но, в принципе, если все это дело восстановить, то вполне себе можно будет в перспективе красить ногти, например, лаком. Я про гель, конечно, здесь даже не говорю, но лак вполне возможен. А вот сейчас Лена демонстрирует, что боковая стенка чистая, уже ничего никуда не зацепляется, подчищает остаточки. Нашу клиентку уже в этот момент, конечно же, отпустила, и все были очень удивлены тому, что там прятался такой вот тайный гость. Дырочка обязательно заживет, и все будет в порядке, за это переживать не стоит. А вот по поводу того, что расщеплена боковая стенка, это, к сожалению, уже, все. Можно, конечно, попробовать прооперироваться еще раз, наверное, уже теперь у другого хирурга, но никто вам не даст этих гарантий, и предугадать, как он будет расти потом, просто невозможно, потому что, еще раз говорю, здесь все происходит практически вслепую. Если, кстати, интересно, у меня есть еще на канале видео про ноготь после удаления. Там как раз-таки он делился на 3 части, и плюс они росли еще в разные стороны. Там вообще не очень приятная ситуация, и поправить это, к сожалению, технической возможности у нас нет. И также хочу сказать, что все, что вы видите у себя на экране, и весь контент на моем канале выполняется профессионалами, профессиональной техникой и оборудованием, и, конечно же, после обучения. То есть просто так что-то там где-то выковыривать и вытаскивать я вам крайне не рекомендую. И раз мы коснулись темы курсов, они у нас тоже есть, они у нас очные, мы находимся в городе Казань. И также в Москве еще могу рекомендовать вам песчинку, которой мы учились сами. А все ссылки на обучение я оставлю под видео. И, конечно, если у вас есть подобные проблемы, приезжайте, мы вам обязательно поможем. С вами была Алена. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока и до новых встреч. Берегите пальчики.